Приветствую на канале, и сегодня у нас обзор очередной новинки от Nextool. Это модель Knight K30. И эту модель, как только я увидел, сразу захотел взять на обзор. Потому что, во-первых, она чем-то напоминает мне Roxxon, который, кстати, обзор еще не сделал. И по набору инструментов, мне кажется, это очень интересный вариант. Единственный вопрос, в чем магия сочетания K и числа 30. Потому что у Hoahau есть также модель K30. А это тоже суббренд Xiaomi, собственно, как и Nextool. Кто знает, напишите, в чем суть K30. Основные плюсы данного ножа перечислены на коробке. И это ножницы с системой 2.0, то есть явно она была улучшена. Второе, это специальная блокировка. И третье, сталь, которая используется на клинке. А это очень неплохая сталь. Sandvik 14C28N. Подробнее об этой стали расскажу в процессе обзора. А пока давайте откроем и все-таки посмотрим. Вот такой комплект мы получаем. Больше ничего в коробке нет. Формованный пластик, который еще и падает. И, естественно, силикагель, куда без него. Nextoolовцы молодцы. Инструкция влазит, во-первых, в кадр. Во-вторых, все просто, быстро и четко описано. Как видите, здесь 11 функций. И даже для начинающих описано, как работает замок. И, собственно, сам мультитул, на удивление, довольно-таки тяжелый. По заявлению Nextool он весит 114 грамм, плюс-минус 5 грамм, и мне кажется, здесь плюс. И взяв в руки, я понимаю, что это совсем не Roxxon. Немножечко другой принцип организации инструментов. Клипса, кстати, здесь сразу скажу, пока не проверял, но визуально лучше, потому что она более глубокая. Смотрю я на данный мультитул и понимаю, что Nextoolовцы с каждым новым мультитулом понимают, в чем суть EDC. А суть в том, чтобы запихнуть максимальное количество полезных инструментов в определенное пространство. И здесь, я смотрю, с этим все неплохо. Даже не забыли мой любимый пинцет. На мой взгляд, он должен быть в любом мультитуле, потому что вещь простая, но полезная. Больше никаких сюрпризов в накладках из G10 я не вижу, поэтому перейдем к чему? Правильно, к измерению и взвешиванию. Толщина 18,5 мм, с клипсой 20,5 высота 22 мм и длину будем считать 9 см. Весит 115 грамм. И, кстати, в руке он ощущается довольно-таки тяжелым. То есть он небольшой, но при этом такой сбитый. Получается и фактически максимально все места заняты. Даже несмотря на то, что некоторые соединения сделаны из того же G10. Для облегчения все равно вес довольно-таки приличный и в руке ощущается приятно. Единственное, как вы заметили, он не сильно плоский, поэтому на кармане он немножечко выпирает. Выпирает он, конечно, не сильно, но тем не менее он ощущается, особенно если у вас довольно плотные джинсы, то немножечко его будет видно. Вот таким образом он выглядит в моих джинсах. Клипса в меру упругая, в принципе садится нормально, карман сильно не косячит, и на этом спасибо. Одевается частично на карман и дальше проскальзывает, конечно, немножечко будет тереть, потому что G10 он всегда имеет некую наждачность, собственно, из-за этого он и хорошо лежит в руке. Но эта сила прижатия, на мой взгляд, оптимальная. Более слабая будет плохо держаться, более сильная будет тяжело одеваться. В общем, клипса у нас получилась неплохая. Интересная, кстати, получилась форма вот сверху и снизу. Она не полностью ровная. Она имеет вот такое вот углубление. Довольно удобно вот таким образом держать. Не знаю зачем, но вот так вот классно она получается садится под пальцы. И начнем с самых простых инструментов. Это пинцет. На мой взгляд, он должен быть в каждом мультитуле. Вытащить занозу, что-то маленькое взять, вытащить. В общем, полезная штука. Проверять его, в общем-то, просто. Он должен просто хватать волос. Волос хватает отлично. Давайте еще раз попробуем. Да, волос он хватает, он сделан с небольшим скосом. Это напоминает немножечко косметический пинцет. Надеюсь, хорошо видно. Сведен вполне себе достойно. Сидит надежно, потерять шансов 0. На задней грани мы видим серийный номер. Он нужен, опять же, для гарантии. Гарантия 10 лет. Если вам интересно, в чем заключается гарантия, напишите, попробую узнать точно и сделаю короткое видео об этом. А пока могу сказать, что просто гарантия 10 лет. Итак, с обратной стороны у нас, кроме вот этого вот номера, есть еще шило. Шило чем-то напоминает викториноксовское. Оно заточено, а кстати здесь заточено с двух сторон и можно использовать как некий такой тупой нож. Отверстие сделано, на мой взгляд, довольно-таки грамотно. Если вы, конечно, будете пользоваться, это маловероятно, но если будете, оно довольно грамотно, оно не должно срезать нитку. Естественно, здесь особой фиксации нету, только за счет упругости металлической части, которая подпирает данное шило. Но всегда можно сделать вот так, и оно никуда не денется. Шило нужно в основном для того, чтобы ковырять. Давайте попробуем хотя бы до отверстия, проковыряем отверстие. Как вам такое? Отсутствие фиксации приводит к закрытию. Это всегда так.
Поэтому, когда начинаете крутить, то лучше его придерживать. После определенного момента оно начинает работать как сверло. Такое медленное деревянное сверло по дереву. Давай, чуть-чуть осталось. Сказал до отверстия, будем крутить до отверстия. Зачем я это сказал? Есть. Отверстие до отверстия я докрутил. Кстати, оно получается внутри довольно-таки ровное. На мой взгляд, шило получилось хорошее, не идеальное, но хорошее. Так, переходим дальше. Что у нас еще из простых инструментов? Это, конечно же, плоская отвертка. Плоская отвертка, она же небольшой ломик. Довольно-таки толстая, она может немножечко пилить. При острой необходимости пилить может. А давайте попробуем. Да, у нее, кстати, нету блокировки, вы это заметили. Стачивать древесину также может. Плоская отвертка, она же ломик, она же напильник, получилась неплохая. Не хватает, конечно же, блокировки для идеальности. Но так как здесь блокировочка по типу аксиса сделана на ноже, а ставить какой-то обычный лайнер-лок сюда, наверное, не захотели. Возможно, из-за того, что здесь стоит клипса и ослабление конструкции. В общем, она здесь не так, чтобы сильно нужна, но учитывайте, что ее здесь нету. Да, вот такой нюанс у вас может возникать, если вы сначала закрываете эту отвертку, а не эту. Может иногда зацепляться, подогнано здесь все до миллиметра. А если вот так? Давайте попробуем. Да. При определенных вариантах закрытия данной отвертки, эта отвертка плоская может немножечко ударяться. Да, можно на нее чуть нажать, она закроется, но что заметил, то заметил. А вот этот инструмент мне нравится больше. Во-первых, он открывается с приятным щелчком. Во-вторых, он полностью зафиксирован. Здесь у нас нормальный аксис-лок, то есть один из самых надежных замков. Никуда она не денется. Мы имеем двухстороннюю отвертку. И, кстати, даже написан размер PH1 и S3,5. Если я хорошо, конечно, это все рассмотрел. Вот таким образом она выглядит, если взять крупнее. Бита фиксируется с помощью магнита. Очень приятная фиксация. В меру сильная, в меру слабая. А, кстати, давайте попробуем, подходят ли сюда сторонние биты. К примеру, биты от Roxxon. Потому что к нему в комплекте биты идут, а сюда бит в комплекте не было. Ну, новые докупать смысла не вижу, поэтому давайте проверять роксоновские. Оп. Заходит хорошо, выглядывает как нужно. Ну, единственное, фиксируется сильнее, чем стандартная бита. Так что, кстати, давайте попробуем закрыть. Так как она более тонкая, закрывается идеально. Отвертка со сменными битами получилась отлично. Давайте попробуем что-нибудь открутить. Не зря же здесь стоит вот эта вот игра. Закручивается. И откручивается. А давайте что-нибудь посложнее покрутим. Неплохо. Получилась довольно-таки неплохая геометрия самой отвертки. Как видите, она откручивает как совсем маленькие винтики, которые, к примеру, используются во всяких игрушках, пультах, так и более крупные тоже можно крутить. Сломаться, по идее, не должна. Бита в комплекте хорошая. Получился нормальный рабочий инструмент. И, кстати, то, что биты не полноразмерные, это даже плюс. То есть у нас бита 4 мм получается, а не 6. Потому что для 6 миллиметровой не уверен, что конструкция настолько прочная. Ну, конечно, я думаю, выдержит, но для этой биты конструкция идет с запасом. И, на мой взгляд, у таких ножей вот такие вот небольшие биты размещать более логично. Нужно с двух сторон оттягивать, буквально через день привыкаете, и это все довольно удобно делается. Можно еще делать по-другому. Открываете другой инструмент, закрываете этот, открываете другой, либо же закрываете, ну, как вам удобно. Да, и, кстати, я открыл открывашку. Она здесь, скорее всего, сделана для того, чтобы заполнить вот это вот место до ножниц. Открывашка получилась толстая, массивная. И, кстати, я думаю, ее второе назначение – это стеклобой. Потому что вот такой вот штукой пробить стекло, я думаю, в тонущем автомобиле проблем не будет. Может возникнуть проблема с быстрым открыванием, а вот с тем, что вы разобьете стекло, думаю, проблем не должно быть. Зацеп идет хороший, открывает хорошо. Я пару бутылочек ей открывал. Ну, в принципе, бутылочки открыть можно чем угодно, но, тем не менее, данная открывалка это делать удобно. И, в принципе, стекло разобьет без проблем. На столе бить не буду. Для закрытия также оттягиваем фиксаторы, закрываем. Кстати, мне нравятся тут инструменты в связи с тем, что замок аксис-лок открывается с приятным звуком. И, конечно же, ножницы версии 2.0. Давайте попробуем их открыть. Вот таким образом они открываются. Зацепляйте ногтем. Выпрямляются и полностью открываются. Надеюсь, видно, как на последних всех ножницах у Nextoolовцев есть вот такая вот гребенка. Она довольно-таки удобная. Если какая-то ткань или целлофан будут скользкие, то из-за того, что здесь насечки, они скользить не будут. И я думаю, это положительно влияет на рез. Я даже не сомневаюсь, что они хорошо режут. На всякий случай проверим это все дело на тонкой салфетке.
Очень приятно прорезает, даже если ее разделить до одного слоя. Вариантов, что проскользнет, абсолютно нет. Давайте проверим, естественно, на паракорде. Видите, могут быть замины. Если сильно быстро резать, получается, на паракорде может быть замин. Но вот если начинаем медленно резать, с этим вопросов нету. Ну и, конечно же, куда без того, чтобы не порезать носок. Носок чистый, не переживаем. Режет хорошо, но, как ни странно, ножницы в S0 режут еще лучше. Буквально пару обзоров назад, вот сюда поставлю ссылочку, я делал обзор на новинку S0, и ножницы там режут реально чуть-чуть лучше. Давайте сложим 8 слоев, как я делал с этим малышом, и попробуем порезать. Режут хорошо, опять же скажу, но малыш режет чуть-чуть лучше. И даже немножечко удивительно, он меньше, но режет чуть-чуть лучше. Но опять же, никаких претензий к этим ножницам я предъявить не могу. Возможно, я позже сделаю тест ножниц, и мы будем резать что-нибудь потолще, чем этот паракорд, и посмотрим, как они справятся. Пока же ножницы вполне себе рабочие. Кстати, давайте попробуем порезать, например, картон. Потому что картон, я думаю, вы точно будете резать. Картон режут хорошо. Ножницы хорошие, но будет интересно их сравнить с ножницами Roxen. Но это будет в обзоре Roxen. Пока же продолжаем обзор. Ножницы закрываем. Закрываются хорошо. И, конечно же, основной изюминкой данного мультитула является нож. Во-первых, хорошая сталь – это Sandvik. Во-вторых, он открывается просто изумительно. И закрывается также, смотрите. Ощущение, что здесь стоят керамические подшипники. При этом люфтов, кстати, вот так люфтов нету, а есть такой микро-микро-микро на уровне ощущения пальца. Сама механика, вы посмотрите. Просто идеально. Я ни одного мультитула с такой механикой еще пока не встречал. Просто выстреливает. А если нажимаете на замок аксеслок, можете плавно его открыть, можете плавно закрыть. Он просто плавает. Вообще никакого сопротивления. Реально ощущение, что здесь керамические подшипники стоят. Замеряем длину данного клинка. Я намерил 66 мм. Нож полированный в зеркало. Форма Drop Point. На мой взгляд, это самая такая универсальная, удобная форма для реза. По кромке давайте посмотрим качество. По всей длине, как видите, кромка заточена хорошо. Сейчас мы это все дело проверим в резе. Классический тест на бумаге. Шикарно режет. Никаких задиров нет, режет ровно. А почему бы не порезать паракорд? Если чуть-чуть сильнее надавливать, она буквально отрезает за доли миллиметров. Даже не сантиметров, смотрите. Чуть-чуть надавливаю, идет небольшой вжик. Оп, отрезано. Хорошая сталь, хорошая заточка. Самый лучший инструмент в этом мультитуле это нож. Это вот 100%. Пока вообще к нему никаких вопросов. Раз уже начали мусорить, давайте попробуем постружить им. Вот так глубоко врезается. На мой взгляд, приятно врезается. И даже деревяшку постругать будет очень-таки неплохо данным ножом. И, естественно, тест на чем-нибудь пищевом, к примеру, на мандаринке. Кстати, сталь Sandvik абсолютно не боится ржавчины, поэтому можете лимоны, в общем, все резать, проблем быть не должно. Как видите, мандаринка довольно сочная и нарезается просто по полмиллиметра. Класс. Я не зря сказал, что нож это изюминка данного мультитула. Потому что реально этому инструменту я могу поставить 10 из 10. Хорошая механика, хороший размер. Хорошо сведен, в общем, нож просто офигительный. И несмотря на то, что у Roxen сталь D2, она, может быть, чуть-чуть лучше, может быть, конечно, и не лучше. Но, учитывая форму и все остальное, я думаю, перевес именно по клинку будет за Nextool. Очень приятно флиповать данным ножом, то есть он открывается из любых положений. Даже для человека, который не особо хорошо открывает нож, а я, умею открывать не более того, он открывается из любого положения. Просто выстреливает. Вот к закрытию, кстати, изначально рука тянется вот сюда, для того, чтобы нажать на лайнер-лок. А лайнер-лока, естественно, здесь нету. Но когда привыкаете, просто вот так делаете раз и закрыли. Какой нож вы еще закроете вот так вот легко? Я думаю, никакой. Я имею в виду мультитулы, конечно же. Нож идеально отцентрирован. Я вам скажу, это не всегда встречается, учитывая, что здесь ножницы. Тем не менее, все идеально становится. В общем,
Я вижу, что у некстуловцев идет прогресс в качестве дизайна и сборки инструментов. Данный мультитул собран просто хорошо. Просто отлично, я бы сказал. Даже не хорошо, а отлично. Ну, то, что они сделали ножницы здесь немножечко хуже, чем у своей же модели S0, ну, это вопрос. Это вопрос. Возможно, из-за того, что здесь другая конструкция, или я куда-то не туда давил пальцем, но отмечу, S0 ножницы лучше. Если вам нужен мультитул, у которого просто отличный нож, причем с отличной механикой, что редко, К30 категорически рекомендую. Получился просто бомбезный мультитул. Мультитул, у которого не позорный нож. Рекомендую.